Середина 30-х. Автопром задыхается от подражания. В Турине, Милане и Детройте все играют в одну игру. Делай красиво, делай зализано, не задавай лишних вопросов. Но в Турине был человек, которому было плевать на правила клуба. Винченцо Лянча не умел делать, как у всех. Пока конкуренты штамповали клонов, он заперся в своей мастерской, чтобы построить машину, которая либо перевернет мир, либо разорит его компанию. Он не хотел создать просто автомобиль. Он хотел создать механизм, который будет эффективнее, быстрее и технологичнее всего, что когда-либо покидало ворота заводов в Италии. Ставка была максимальной. Либо инженерный шедевр, либо забвение. Эта история Лянча Априлия. Давайте на чистоту. В 30-е годы аэродинамика была лишь маркетинговой уловкой. Большинство фирм просто раздували кузова, чтобы они смотрелись быстро. Лянча ненавидел пустые слова. Если вы помните наш выпуск про Лянча Лямда, вы знаете, этот человек был фанатиком жесткости конструкции. В 1934-м он привел в проект Джованни Баттисту Фарину. Они не спорили об эстетике, они спорили о сопротивлении воздуха. Когда первый прототип загнали в трубу Туринского политеха, результат заставил всех замолчать. Коэффициент 0,47. Для сравнения, обычно автомобиль тех лет имел показатель 0,65-0,70. Он резал воздух на 30% эффективнее конкурентов. Визуально Априлия разительно отличалась от всего, что стояло на дорогах. Из-за покатой, плавно опускающейся к корме линии крыши и сильно закругленного заднего свеса машина получила причудливый силуэт. В народе его тут же окрестили горбатым, а за сходство с силуэтом майского жука просто жуком. Многим такой дизайн казался нелепым, но это не было причудой. Такая форма была ключом к скорости. Имя Априлия – это проект, рожденный на осушенных болотах, где каждый грамм металла был на счету. Лянча не хотел просто быть быстрее. Он хотел создать инструмент, который тратит меньше энергии на каждый километр пути. Теперь инженерия. Априлия была полна решений, которые конкуренты считали безумием. Главное – отсутствие центральной стойки кузова. В 1937 году открыть дверь и увидеть салон целиком – это был шок. Технически это самоубийство для жесткости. Но Лянча добился этого невероятной подгонкой панелей. Петли спрятаны, зазоры доведены до микронной точности. Под капотом V-образная четверка. Не рядный мотор, как у всех, а компактная вышка, чтобы сдвинуть массу и выиграть сантиметры пространства. 1,35 литра, позже выросшие до 1,5, выдавали честные 48 лошадиных сил. При весе 880 килограммов она ехала так, что водители тяжелых седанов терялись в зеркалах. А подвеска – торсионы. Лянча взял идею из авиации, чтобы машина не плыла в поворотах. Она липла к дороге. Она была жесткой, она была тесной, она была честной до боли. В то время как другие машины были народными, как Фиат Тополино, о котором мы рассказывали в одном из своих выпусков. Априлия была инженерной. Она не просила любви. Она требовала признания своего качества. Это был выбор конструктора, а не бухгалтера. Винченцо Лянча умер 15 февраля 1937 года, 9 дней до старта серийного производства. Он не увидел, как его майский жук из стали встал на конвейер. Он не услышал, как коллеги, смеявшиеся над горбатым профилем, начали кусать локти, глядя на отчеты о продажах. Она выпускалась 12 лет. 20 282 автомобиля в 2 сериях. Это не были объемы Fiat. Это была штучная работа. Франция собирала ее под маркой Лянча Арденес, а кузовное ателье вроде Загата превращали ее в болиды, которые до сих пор стоят в частных коллекциях состояния. После войны, когда Италия лежала в руинах, именно эти машины продолжали работать такси в Риме, возить врачей и почту. Она не была создана для этого ада, но она оказалась к нему готова лучше, чем кто-либо. В этой истории есть своя трагедия.
Априлия – это памятник человеку, который перестал быть просто бизнесменом, как только начал чертить линию кузова. Он отдал этой машине свое здоровье, а в итоге и жизнь, не дождавшись единственного дня, когда плод его усилий стал реальностью. Она осталась в истории как символ эпохи, когда машина была не гаджетом, а продолжением воли водителя. К 1949 году ее время вышло. Мир хотел машин проще, грубее, дешевле. Эпоха эстетов уступала место эпохе улитарности. Мы переходим к автомобилям, для которых комфорт – это оскорбление. В следующем выпуске машина, которая вообще не знала, что такое аэродинамическая труба. Никаких изысков, никакой кожи, никакой элегантности. Только чистая механика. 4 ведущих колеса и способность работать там, где раньше не проезжала даже телега. Он был создан, чтобы пройти через ад и вернуться обратно, не прося жалости. Но это уже совсем другая история. До встречи на дорогах истории.